Всем привет, меня зовут Елена, это канал Вяжу с удовольствием. Сегодня я вам хочу предложить связать вместе со мной вот такую вот джутовую мочалочку. В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта, я думаю, что это видео будет для вас полезным. Ведь очень многие любят баню, и как вариант подарка можно предложить банный набор, в который будет входить много разных интересных штучек. И вот такая вот сделанная вами джутовая мочалочка. Она очень хорошо скрабирует кожу, очень приятно и не такая резкая, как, например, другие полипропиленовые мочалочки. Вот. Можно ее связать легко и просто. Это выйдет совершенно недорого. Я использую обычно вот такой вот джутовый шпагат, который я покупаю в обычном хозяйственном магазине. Вот шпагат джутовый, 100 метров, плюс-минус 5%. Упаковку написано не вскрывать, а разматывать изнутри. Это самый обычный хозяйственный джут, который есть в садовых отделах в любом гипермаркете, в любом хозяйственном магазине. В общем, можете использовать. У меня ушел даже совсем не целый моток. Я использовала здесь крючок номер 3 и вот такой вот интересный фактурный узор, который подойдет не только для мочалки, но еще и для сумочек, для ковриков, для картинок, в общем, для чего вы только захотите. Достаточно фактурный, интересный, и получается такое хорошенькое, красивое изделие. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Вот такой узорчик получается. Он подходит не только для мочалки, но и для сумки подойдет, для коврика подойдет, для картинки для какой-то, в общем, для чего вы только захотите. Довольно плотный, держит форму, вот, и так симпатично выглядит. Для образца я набрала 11 петель. Я буду показывать, как я начинала вязать мочалку, вот, а в принципе вы можете начинать как угодно. Воздушная петля, одну пропускаем, вяжем ряд столбиков без накида. То есть я сначала набрала, потом провязала ряд столбиков без накида, как бы для того, чтобы как-то обозначить начало. Но этого, в принципе, можно не делать. Вяжем столбики без накида до конца ряда. Так, делаем теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 первые петли это столбик, а третья петля это заменяет столбик между вернее, воздушную петлю между столбиками. Одну здесь косичку пропускаем, следующую вяжем столбик с накидом обычный. Теперь делаем накид на крючок. Крючок вводим под столбик и вытаскиваем петлю. Дальше снова накид и снова из-под столбика вытаскиваем петлю. Вот, и все эти петельки на крючке провязываем. Все, делаем воздушную петлю, накид, здесь одну пропускаем косичку, следующую вяжем столбик с накидом, делаем накид, под столбик крючок, петля, накид, под столбик крючок, петля. Все петельки провязываем одной петлей и воздушная петля, накид, столбик внизу пропускаем, делаем столбик с одним накидом, снова накид, под столбик крючок, вытаскиваем петлю, накид, под столбик крючок, вытаскиваем петлю, и все это провязываем. В общем, так мы вяжем до конца ряда. Во втором ряду там будут небольшие нюансики, я сейчас покажу. В начале и в конце ряда мы не делаем вот этих вот утолщенных столбиков. Накид, в последнюю петельку просто вяжем столбик с накидом. Я делаю 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и поворачиваю вязание. Перехожу на второй ряд. Накид. Вот здесь мы 2 косички пропускаем, в третью косичку мы вкалываемся и делаем столбик с накидом. И все то же самое. Накид из-под столбика петля, накид из-под столбика петля. Провязываем, воздушная петля. Снова вот здесь пропускаем 1, 2, в третью мы вкалываемся косичку и делаем столбик с одним накидом.
И все то же самое. Из-под столбика петля, накид, вернее, сначала, из-под столбика петля, накид, из-под столбика петля. Все. Вот и так мы вяжем все ряды на ту длину, которая нам нужна. Но вот на отбеленном джуте немножко так поинтереснее получается, мне кажется, чем на обычном. Вот. Кому интересно, как я отбеливала джут, я могу сделать отдельное видео. Вот. А у меня здесь 19 петелек внизу на этой мочалке. Сделан столбик, первый ряд столбиков без накида, и потом я дальше провязала несколько рядов. Дальше я сейчас снова провяжу ряд столбиков без накида. Вот. Но только единственное, что я здесь буду тоже связать 19 столбиков, поскольку у меня здесь есть немного лишних петелек, то я буду одну пропускать и считать. Первая, вот эту вот я свяжу, потому что она находится между столбиками, как воздушная. Потом одну пропущу и вот свяжу 3 и так дальше. 4, одну пропускаю, 5, 6, одну пропускаю, 7, 8, одну пропускаю, 9, 10, одну пропускаю, 11, 12, одну пропускаю, 13, 14, одну пропускаю, 15, 16, одну пропускаю, 17, и в конце у нас все тут без всяких лишних петель, 18, и в последний столбик 19 петля. То есть здесь немножечко надо подумать чуть-чуть и посчитать петельки. Теперь я буду просто вязать цепочку из воздушных петель. Это у меня будет ручка для мочалки. Свяжу я ее произвольной длины, закреплю. Здесь еще можно использовать какие-то бусинки или какие-то трубочки пластмассовые, чтобы сделать ручку. Можно этого, в принципе, и не делать. Просто провязать цепочку какой-то длины, посчитать, сколько петелек, такую же цепочку связать на противоположной стороне. Закрепляем просто ниточку и все. Сейчас вот я свяжу цепочку, закреплю ниточку и потом уже отключусь. Так, вот. Маловато, я думаю, что надо еще провязать. Ниточки здесь, конечно, убрать немного проблематично. Но если с помощью иголки, то, конечно, можно постараться это сделать. Или как-то крючком туда подальше их убирать, чтобы они не обтрепывались и не вылезали. В общем, я думаю, вот такой ручки должно вполне хватить. Сюда вот вкалываюсь в последнюю петельку и закрепляю ниточку. Так, отстригаю, закрепляю и по краю я ее убираю. Потом мочалочку можно отпарить и будет все готово. Вот, в принципе, все готово. Остается только немножко провести обработку влажную, выпрямить ее, чтобы она имела симпатичный вид. И все, в принципе. Достаточно долговечно, очень хорошо, как таким скрабирующим эффектом обладает, очень хорошо ей пользоваться. У меня в бане уже несколько таких мочалок, и, в принципе, удобно достаточно ими пользоваться и приятно, в отличие от полипропиленовых мочалок. Они слишком такие для меня ядреные. Ну вот, надеюсь, что это видео было для вас полезным. Всем большое спасибо за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. Они помогают
продвигать его в поиске. Это для меня очень полезно и очень важно. Это ваша самая большая благодарность. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена. Всем пока-пока.